Всем привет, товарищи боксеры! Мы снова опять в зале, опять тренируемся, опять делаем себя более сильными, более здоровыми. Мы будем записывать опять комплекс упражнений. Хотелось бы показать немного, как работает левша, да, то есть я сам всегда боксировал в левше и хотел бы поделиться с вами некоторыми там приемами, некоторыми обманными действиями и так далее. В этих видео запишем и рассмотрим, как работают знаменитые левши, какие их приемы и так далее. То есть, опять же, постараюсь сделать упражнение и взять ряд ударов, которые действительно работают, а не кучу там, не знаю, там ненужной информации, которые там, есть люди показывают видео, там в одной комбинации 1000 защитных действий, 555 ударов. Ну, по мне это не работает. 3-4 удара защитное действие, это максимум, что, наверное, в бою проходит. Также хотел рассказать о том, что чем больше нарабатывать одну и ту же комбинацию, да, чем больше мастерство растет от количества повторений. И чем больше мы повторяем одно и то же, один и тот же удар, одну и ту же комбинацию. И в самый экстремальный момент, когда уже в ринге становится тяжело, допустим, там это уже, не знаю, там, если профессионалы, это уже последние раунды, если любители, это тоже уже там заключительный раунд, да, работы. И мозг просто автоматически, мышечная память срабатывает на определенную комбинацию, которую заучивали. Поэтому над этим надо работать, посмотрим, что из этого получится. Вперед! На этом уроке хотелось бы показать действие левши при ударе в печень. Есть несколько комбинаций, мы будем в дальнейшем это все показывать, но сегодня хочу показать одну из комбинаций, которая пользуется не только в любительском боксе большим успехом, но и в профессиональном. Задача левши – это украсть, так называемо, да, украсть ногу соперника, который стоит в противоположной стойке. У меня правая рука спереди находится, соответственно, у правши левая рука спереди находится. На мешке так выглядит как? Мы заходим за переднюю ногу, воображаемую, естественно, да? Можно это отработать и в парах, но сегодня мы вот будем записывать опять с мешком. Несколько ударов делаем, заход за ногу, переднюю ногу соперника. Раз, два. В этот момент моя нога находится за передней ногой соперника. Показать-то не на ком. Ну ладно, еще раз. Раз, два. При двойном джебе мы заходим в правую сторону, двигаемся и в правую, и вперед, то есть по диагонали. В этот момент соперник наш, ну, грубо говоря, поворачивается к нам лицом, поскольку мы заходим за его переднюю руку, он поворачивается. В этот момент мы пробиваем по печени. Комбинация довольно-таки классическая, она работает везде. Еще раз. Раз, два, три. И по печени. Ручку сразу возвращаем, это я просто медленно показываю. Еще раз. Два удара, стараемся зайти за переднюю руку соперника. Раз, два, три. И туда под левой рукой, под крайнее ребро, под низ. Удар должен быть снизу вверх. Еще раз. То есть работаем на мешке спокойненько, да. И свою комбинацию. Пам-пам-пам. О, хорошо. Еще раз. Опять работаем в эту сторону, в эту пошли, сюда, джеб, и все, еще раз. В общем-то, как-то так. Всем спасибо, тренируйтесь, вперед. В этом упражнении мне поможет Евгений Таран. Инстаграм будет внизу его. Смотрите, опять же показываю. То есть я левша, моя задача украсть ногу у боксера, который стоит в классической левосторонней стойке. Жень, вставай в стоечку, да, то есть мы показываем еще раз. Даже может быть я захожу за его руку и за его ногу. Мое положение вот при ударе джебом я смещаюсь в правую сторону и вперед. Еще раз. Раз, два. И вот в этот момент я уже могу наносить по печени удар. Опять же, раскручивая его, да, в определенный момент,
Ты сейчас поворачиваешься с той стоечки, да, и просто работаем. Вот поворачиваешься ко мне. Да, поворачиваться. Раз, два и три. Вот в этот момент, вот как раз вот, о чем я ее показывал на мешке. Украл переднюю ногу, еще раз, да, то есть раз, два, три. Ну, Женя закрывается, он у нас опытный парень. Жень, спасибо большое. В общем-то, как-то так, тренируемся.